Фигуранта дела Северного потока не будут экстрадировать в Германию. Итальянский суд отменил немецкий ордер. Итальянские активисты пили воду из унитаза в израильском плену, стояли часами на коленях и их тащили лицом вниз по асфальту. Обнародованы ужасающие подробности от выживших в Израиле членов экипажа хамасовской флотилии. Посмеемся вместе. Женщина 8 месяцев ждала результатов биопсии после операции и умерла, так и не дождавшись. Жуткая стрельба на Сицилии потрясла всю Италию, но никто не вышел с протестами ни против медицинской системы, ни против мафии или низких зарплат. А вот после того, как Милан подтвердил побратимство с Тель-Авивом, разъяренные левые макаки во главе с лидером, имеющим еврейские корни, прошлись с грозным шествием и пытались устроить скандал. Кстати, интересно, а если бы какой-нибудь в арабской стране вышел митинг за Палестину, это бы тоже закончилось погромами? Или там просто не выходят? Давайте представим митинг в Дубае такой. Еще мы узнали, что у президента Италии нет своего бункера. Даже премьер Италии более защищен. Эти и многие другие новости в нашем свежем выпуске последних новостей Италии за прошедшую неделю. Я напоминаю, что 8 ноября мы проведем встречу с подписчиками под эгидой винодегустации на винодельне под Альбой. Это час от Турина и примерно 2 часа от Милана. Чтобы записаться, пишите мне в мессенджеры, контакты в описании. Осталось буквально последнее место. А мы начинаем. Сергей Кузнецов, бывший капитан украинской армии, остается в Италии, по крайней мере, пока. Кассационный суд аннулировал решение об экстрадиции в Германию фигуранта дела о диверсии на Северном потоке и отправил дело на пересмотр. Это не окончательный отказ, но юридический прецедент с мощным геополитическим оттенком. Адвокат Кузнецова назвал решение торжеством прав человека. Немецкий ордер, по словам защиты, был составлен с серьезными юридическими ошибками в формулировке обвинения и правовой квалификации. Суд согласился, нельзя жертвовать справедливостью ради скорости международного сотрудничества, даже если речь идет об одном из самых громких диверсионных актов последних лет. По версии немецких следователей, Кузнецов якобы был связан с логистической операцией. Речь шла об аренде яхты, на которой перемещались предполагаемые диверсанты. Сам он вину отрицает. После решения суда защита намерена добиваться его освобождения из-под стражи, где он находится с конца августа. Это решение от 15 октября может серьезно изменить ход дела и явно не обрадует ни Берлин и, конечно же, ватников и зетников. 29-летний Паоло Романо, региональный советник от Демпартни и участник флотилии солидарности с Газой, которую я называю хамасовская флотилия, описал свое задержание израильскими военными. Его судно перехватили в международных водах ранним утром, держали под прицелом, согнали в угол, не били, но, простите, это не делает похищение уважительным, говорит Романо. Кстати, есть кадры, где вот эти члены этой флотилии выбрасывают телефоны в море, прежде чем израильские военные их арестуют. Уже в израильском порту началось настоящее унижение. Активистов спустили с корабля, заставили смотреть в землю, тащили лицом вниз по асфальту. Любое движение – удар, хотя до этого он сказал, что не били, ну да ладно. Часы на коленях без воды. Следов на лице от израильского асфальта не обнаружено, потому что в Израиле очень хороший асфальт, добавлю я от себя. Мы пили воду из туалета, потому что другой не было, вспоминает он. Сам пей воду из унитаза. Романо подчеркивает, речь не о его личных страданиях, а о внимании к Газе. «Не называйте меня героем», — говорит он, — «настоящие жертвы — палестинцы». Инцидент вызвал дипломатический резонанс. МИД Италии потребовал от Израиля объяснений. История стала громким сигналом о том, что даже гуманитарные акции сегодня превращаются в поле политических столкновений. То есть этот сверхразум думал, что его там ждет VIP-бизнес-лаунж с музычкой и дегустацией вин голландских высот, а затем лимузин, который доставит его в Газу или куда он не там собирались ехать. Причем все эти арестованные жертвы выглядят, как будто вышли из спа-салона. Никаких следов насилия, а могли бы себя для приличия синяков наставить или там руку хотя бы сломать, чтобы фото выложить в соцсетях своих страданий, чтобы доказать нам всем это вот. Почему эти герои не поплыли в Мариуполь протестовать против России? Слишком много вопросов, очень мало ответов. На Сицилии умерла 56-летняя преподаватель Мария Кристина Галло. Не столько от болезни, сколько от чудовищной медлительности системы.
После операции в декабре 2023 года она ждала результаты биопсии 8 месяцев. Пока врачи раздумывали, рак перешел в стадию с метастазами и шансов не осталось. Галу не молчала, публично обвиняла управление здравоохранения Трапани и в затягивании анализов. История прогремела на всю страну. Генеральный директор АСП подал в отставку. Минздрав провел проверку, прокуратура открыла уголовное дело. Под следствием 19 человек, от врачей до техников. Но это не единственный случай. По всей Италии пациенты месяцами ждут анализов, от которых зависит их жизнь. Недостаток персонала, сбои в лабораториях и вечная бюрократия. Все как по учебнику системного провала. Мэр города назвал этот день печальным для сообщества и отметил мужество Марии Кристины. Она превратила собственную боль в борьбу, которая может спасти других. Расследование идет, а вопросы остаются. Как такое вообще возможно в 21 веке? Кто ответит за потерянное время и почему итальянцы не выходят с протестами против неэффективности системы? А вот за народ Газы да. И такой же вопрос можно задать по поводу нашей следующей новости. Веселый шум центра Палермо за секунду превратился в кошмар. 21-летний Паоло Таурмино, сын владельцев бара, вышел на улицу разнять ссору и погиб. Один выстрел у Театро Массимо, символ города, стал смертельным. Пуля попала в голову. Скорая не успела. Он умер на руках у матери. Стрелял 28-летний Гаэтано Маранцано из криминальной семьи с пистолетом наготове и прошлым в драках и наркоторговле. После убийства он не убежал в закат, а выложил видео в ТикТок с фразой из мафиозного фильма «Ты меня арестуешь, и за что?» и хладнокровно смотрел в камеру. Как я люблю говорить, это могло произойти где угодно, но случилось на Сицилии. Палермо, 21 век. На следующий вечер тысячи жителей города вышли на улицы с факелами. Мать Паоло шла в первых рядах, плакала и кричала: «Они убили мои мечты». Город ответил хором: «Довольно крови на наших улицах». Даже мэр признал: безнаказанность стала топливом для насилия. Паоло вернулся из США, где учился, и погиб, просто пытаясь остановить конфликт. Его смерть – болезненное напоминание. На Сицилии по-прежнему рядом живут две реальности. Та, что мечтает о будущем, и та, что по старинке прячет пистолет под рубашкой. Почему он не вызвал полицию, я не знаю. Вот против этого нужно протестовать, чтобы в крупном городе тебе могут пулю в лоб, а не против того, что Израиль воюет с террористами. Да, и раз вы досмотрели до этого места, не забывайте поддержать канал лайком, комментарием или подпиской, а лучше всем сразу. Особенно подписка во время или сразу после просмотра видео помогает алгоритмам YouTube продвигать наши видео, а вам оставаться в курсе ключевых событий и новостей Италии. И снова к новостям итальянской медицины, которая, несмотря ни на что, является одной из лучших в мире. В Италии завершился судебный процесс, который длился больше 10 лет и вскрыл ужасающую медицинскую ошибку. В 2012-2013 годах во флорентийской детской больнице Мейер 4-летнему мальчику дважды сделали операцию на мозге из-за предполагаемой опухоли. Проблема в том, что опухоли не было. У ребенка был герпетический энцефалит, лечится медикаментами без скальпеля. Врачи решили удалить часть височной доли мозга, и это решение оказалось роковым. Две независимые экспертизы подтвердили, диагноз был ошибочным, операция абсолютно ненужной. Результат – тяжелая инвалидность, вегетативное состояние, полная зависимость от родителей. Сегодня мальчику 16. Суд установил, у врачей были все данные, чтобы поставить правильный диагноз, но они не только ошиблись, а еще и не объяснили родителям риски операции. Больницу обязали выплатить семье около 3,7 миллиона евро компенсации. Пока итальянцы выходят на улицы, студенты, профсоюзы, семьи, активисты, власти готовят меры, которые могут радикально изменить саму суть протестов. Глава МВД Матео Пиантедози представил новый пакет: больше камер, обязательная идентификация участников и, главное, обсуждение превентивного залога для организаторов рискованных митингов. Идея проста и тревожна. Хочешь провести демонстрацию – плати вперед. Юристы и правозащитники уже бьют тревогу. Это нарушает Конституцию, где право на мирное собрание не связано ни с кошельком, ни с партийным билетом. Цифры также говорят сами за себя. Почти 8700 акций в 2024 году и лишь чуть меньше 3% сопровождались инцидентами. Но правительство продолжает ужесточать риторику, особенно после протестов в поддержку Палестины, ссылаясь на рост числа дискриминационных актов. 733 случая за год, пик в Риме и Милане. Профсоюзы называют инициативу прямым ударом по демократии. Протест может стать роскошью, доступной не всем. А что думаете вы? Пишите в комментариях.
Решение городского совета Милана сохранить побратимство с Тель-Авивом закончилось хаосом. Попытка отменить соглашение, инициированное советником от «Зеленых» Карло Мангуцци, провалилась. 9 голосов «за» и 6 воздержавшихся среди демократов не спасли ситуацию. Большинство отклонило инициативу. Зал моментально взорвался. Публика подняла плакаты, скандировала в поддержку Палестины и обвиняла советников в соучастии в геноциде. Готовились заранее, понятное дело. Полиция вывела протестующих, но на улице страсти только разгорелись. Столкновения, дубинки, крики. Демонстранты пошли маршем по городу, выкрикивая лозунги против силовиков. Параллельно Демократическая партия, во главе которой стоит Эли Шляйн, напомню, у нее еврейские корни, предложила побратимство с Газой и гуманитарные проекты, например, обеспечение водоснабжения. Но голосование отложили из-за разногласий. Все это происходит на фоне напряжения по всей стране. На матче Италия-Израиль в Удине власти закрутили гайки по максимуму. Досмотры, дроны, снайперы на крышах, до 10 тысяч ожидаемых протестующих. Я рассказывал об этом в наших экстренных прошедших выпусках. Посмотрите. Очередное убийство женщины всколыхнуло Италию. 29-летняя Памела Дженни, модель и предпринимательница, погибла в своей квартире на улице Иглесиас. Поздним вечером 14 октября ее сожитель, на минуту 52-летний Джанлука Сончино, нанес ей смертельные ножевые ранения прямо на балконе. Соседи стали свидетелями сцены. Полиция прибыла слишком поздно. Сончино попытался покончить с собой, перерезав горло, и сейчас находится под охраной в больнице. Надеюсь, он выживет. Следователи установили, Памела собиралась расстаться с ним после месяцев угроз и агрессии, но в полицию так и не обращалась. Это еще одна история про молчание, которое заканчивается трагедией. После смерти началась вторая волна, не менее громкая. СМИ и телеграм-каналы принялись разбирать ее биографию. Модель или предпринимательница, реальный бизнес или красивая витрина. Кто-то пошел еще дальше, обсуждая возможную связь с эскорт-сферой. Нашлись расследования, старые фото, реалити-шоу, домены, архивы, намеки. Итог: вместо скорби, споры, вместо фокуса на убийце, разбор жизни жертвы. Как будто от того, что вела она там глянцевую или двойную жизнь, зависит, имела ли она право на безопасность и на жизнь, или то, что она сошлась с человеком старше ее, будто это что-то меняет в ее праве на жизнь. Какая бы у нее ни была личная история, она не заслуживала смерти. Ни одна женщина не заслуживает. А этим бездельникам из «Друзья Палестины» и прочим ассоциациям стоит выйти против вот таких эпизодов. Хотя, если бы Хамас установил полный контроль над Палестиной, что уже по сути произошло, женщин ждет участь жизни по образу талибского Афганистана. Лишение элементарных прав, запреты на образование и работу, тотальный контроль над внешним видом и поведением, насильственное подчинение религиозным правилам, фактически превращение в безгласных существ под властью религиозной диктатуры. Видимо, за это и выходят студенты и вся левая шушера. Что вы думаете об этой истории и реакции общества? Пишите в комментариях. Кастельдацано, тихая провинция Вероны, превратилась в центр одной из самых тяжелых трагедий для итальянских силовиков за последние годы и стала главной новостью недели в Италии. Во время операции по выселению из фермерского дома, где упорно держала оборону семья из 3 человек, так называемые итальянские реднеки, прогремел мощный взрыв. 3 карабинера погибли, более десятка сотрудников полиции и пожарных ранены, некоторые тяжело. Операция считалась рискованной заранее. Жильцы не раз угрожали взорвать дом и себя вместе с ним. Там короткая история, то что их там несколько братьев было. Один из братьев набрал долгов, взял ипотеку, подделав подписи родственников, ничего не выплатил. Естественно, судебная система запустила все эти процессы и начался процесс ареста и конфискации имущества. И вот они угрожали себя взорвать вместе с домом. На месте были спецподразделения и антитеррористы, но когда силовики вошли, чердак, наполненный газом, взорвался. Двухэтажное здание сложилось как карточный домик, погребя людей под завалами. По данным следствия, инициатором подрыва стала женщина из семьи. Она и один из братьев выжили с ожогами и задержаны, третий в бегах. Взрыв был такой силы, что его услышали за 5 километров. Министр внутренних дел назвал случившееся трагедией и заявил, все указывает на преднамеренный подрыв. Как он догадался? Пожарные продолжают разбирать завалы.
Свежий рейтинг Henley Partners снова подтвердил: обладатели итальянского паспорта почти как VIP в аэропорту. Италия заняла 4-е место в мире. Ее граждане могут без визы или с визой по прибытии попасть в 188 стран. Делит позицию она с Германией, Испанией, Швейцарией и Люксембургом. Лидирует Сингапур, 193 страны без виз. За ним Южная Корея и Япония, 190. А вот США впервые за 20 лет вылетели из топ-10 и заняли лишь 12-ю строчку. 180 стран и все больше ограничений. Причина проста. Многие государства устали ждать взаимности по визовым правилам от Вашингтона и начали закрывать двери в ответ. Эксперты называют это признаком новой многополярной эпохи, когда даже глобальные игроки теряют привилегии, а дипломатия начинает играть по другим правилам. Итальянский паспорт, между тем, стабильно держит позиции благодаря ЕС, прочным дипломатическим связям и репутации надежных путешественников. Проще говоря, с ним мир реально открыт. А если вы тоже хотите итальянский паспорт, путь к нему длинный, но получить ВНЖ в Италии можно без мутных схем и лишних рисков. Мы работаем только легально и прозрачно, без истории про фиктивные браки или запросы убежища. У нас большой опыт в оформлении и продлении ВНЖ для предпринимателей, инвесторов, фрилансеров, а также для состоятельных лиц по программе резиденция электива без права на работу. Все услуги под ключ, от виз, включая семейные, до бытовых вопросов и интеграции на месте, включая открытие банковских счетов, получение медицинских и других внутренних документов Италии. Для бесплатной оценки кейса переходите по контактам в описании. Также вы можете получить личную платную консультацию по любым вопросам получения или продления вида на жительство, включая ускорение выдачи ВНЖ, продление или конвертации статуса временной защиты для граждан Украины, недвижимости, гражданства и бизнеса в Италии. Дональд Трамп снова превратил праздничную дату в политический фейерверк. Он официально восстановил День Христофора Колумба как федеральный праздник, заявив: «Мы вернулись, итальянцы, мы любим итальянцев», под оглушительные аплодисменты в Белом доме. Реакция из Рима не заставила себя ждать. Джорджа Мелони публично поблагодарила Трампа за напоминание, что историю нельзя стереть, и подчеркнула древнюю связь между Италией и США. Праздник, впервые отмеченный в 19 веке и ставший федеральным в 1937 году, для итало-американцев вопрос гордости и культурной идентичности. Но не для всех. За последние годы фигура Колумба стала полем битвы. Его критикуют за колониальное насилие и геноцид, а во многих штатах вместо него празднуют День коренных народов. Статуи сносят, парады отменяют, дискуссии раскалываются. Трамп, как всегда, воспользовался моментом, чтобы атаковать демократов, обвинив их в уничтожении репутации Колумба, и пообещал вернуть праздник с размахом. В Италии овации, в США очередной виток культурной войны. Для одних это восстановление традиций, для других игнорирование исторических травм. Страна, где более 8 миллионов человек живут в условиях продовольственной нестабильности, ежегодно выбрасывает 1,7 миллиона тонн еды. Это 3,5 миллиарда обедов. Хватило бы накормить 3 миллиона человек весь год. Данные Waste Watcher International звучат как пощечина здравому смыслу. Почти 14% итальянцев боятся, что в ближайший год столкнутся с нехваткой еды. Сами урезают рацион, отказываются от свежих продуктов, а тем временем средний итальянец выбрасывает по 555 граммов еды в неделю. Парадокс. Чем беднее люди, тем больше отходов. Покупая дешевую, скоропортящуюся еду, они выбрасывают больше и питаются хуже. Замкнутый круг. Бедность подпитывает расточительство, а расточительство усиливает бедность. При этом более половины граждан поддерживают идею включать право на продовольствие в Конституцию, даже если для этого придется немного поднять налоги, чтобы финансировать социальные столовые и программы помощи. Италия обязалась к 2030 году сократить пищевые отходы вдвое. Цель 369 граммов в неделю на человека. Времени 5 лет. Впервые в Италии тюрьма завела официальный Instagram-аккаунт. Бользано, старое пенитенциарное учреждение 19 века, решило показать свою жизнь не через заголовки о вспышках чесотки и переполненности, а через фотографии учебных классов, фасад после ремонта и визиты мэра. Первый пост – цитата Эйнштейна: «В середине трудностей рождаются возможности». Пока у аккаунта всего около сотни подписчиков, но интерес растет. Идея проста. Вместо образа тюрьмы как тени общества показать людей, которые учатся, работают и пытаются
пытаются измениться. Ну, типа, чтобы больше туда село, что ли, или для чего это? Новый директор Джузеппе Монти объясняет прозрачность. Это тоже форма ответственности. Тюрьма Больцано давно известна своими проблемами. Плесень, протечки, 121% переполненности, нехватка душевых и персонала. Но с приходом нового руководства началась реконструкция. Подписаны соглашения с Красным Крестом и муниципалитетом. Создаются программы обучения и трудоустройства. Если эксперимент окажется успешным, Инстаграм появится и у других тюрем Италии. Это может стать шагом к тому, чтобы общество перестало воспринимать тюрьму как нечто закрытое и чужое. А потом эти тюрьмы будут что-нибудь рекламировать как настоящие тюремные инфлюенсеры. Публикация «Корьере делла Сера» вскрыла поразительный факт. У президента Италии нет собственного противоатомного бункера, а в случае внешней атаки глава государства оказывается менее защищен, чем премьер или даже отдельные министры. Во время Холодной войны все выглядело серьезно. Существовал бункер Монте-Сорате под контролем НАТО. Сегодня он туристический объект. Единственное действующее укрытие DC-75 в Монте-Либерти, в 50 километрах от Рима, но до него нужно еще добраться, а для экстренной эвакуации это практически нереально. Сейчас только премьер-министр может укрыться в Форте-Браске, который приспособлен под командный пункт. У министров обороны и внутренних дел есть защищенные помещения, но, как признают источники, прямого удара они не выдержат. Министр обороны Крозетто не раз жаловался. Строительство стратегических объектов тонет в бюрократии. Чтобы возвести бункер, Минобороны проходит те же процедуры, что и предприниматель, строящий ангар. И да, гражданские комитеты могут заблокировать работы даже по объектам нацбезопасности. После похорон Берлускони, когда все правительство летело одним рейсом, министры открыто заговорили о рисках. Достаточно одного выстрела, чтобы уничтожить все наше правительство, напомнил глава МВД Пьянтедози. Теперь чиновникам запрещено перемещаться вместе. На фоне растущих международных угроз Италия остается одной из немногих западных стран без президентского бункера. Вопрос безопасности первых лиц все еще в подвешенном состоянии требует немедленного пересмотра. А у меня на сегодня все. С вами был Антон Гросс. До новых встреч. Пока.